Илья, ты себе Polaris взял? Илья, в двух словах, что произошло? Вот этот ограничительный ремень. С утра у нас опять морозец. 20 градусов. Еще совсем недавно было 21-22 даже я видел с утра, когда вставал. Ну, опять ясное небо, штиль, поэтому все замечательно. Можно спокойно попить чаю, разжечь костер. Кстати, сегодня, наверное, нужно сделать костер, пожарить сальца. Опять для меня лайтовый день. Вчера он не особо лайтовый получился, потому как у нас произошло непонимание уровня группы и сложности маршрута. И я потащил ребят в ручьи, где они там сразу же оставили все силы. Поэтому сегодня поедем другим маршрутом, более легким, но не менее интересным. Просто можно спускаться по ручью, и там не будет никаких объездов. А можно спускаться по ручью, но там будет где-нибудь рядышком объезд, и можно спокойно там по полянкам спуститься и подняться там без проблем. Поэтому нужно всегда трезво оценивать свои силы, и инструктору, гиду говорить, что да, там у нас хороший уровень катания или нет. Мы там катаемся не очень хорошо, траверсой можем ехать, но для нас это сложно, и по лесу мы не сможем ехать, допустим, вот так. Чтобы не было ситуации, когда вас притащили в какой-нибудь ручей, и вы не можете оттуда выехать там никак, да. Это откладывает отпечаток на общий фон по катушке. Уже нет того удовольствия, за которым мы, собственно, и едем сюда. Вчера я думал, что у меня будет лайтовая покатушка, но она таковой не получилась, и зря я, конечно, вчера поехал. Надо было еще немножко дать отдохнуть пальцу. Но договоренность есть договоренность, от нее никуда не денешься. Скорее всего, завтра я отлежусь перед школой, потом дальше стартует школа на 4 дня. 4 дня индивидуально. Это жестко. О, народ просыпается. Ладно, нам надо идти собираться и выезжать. Воевода едет. Мы, кстати, там примерно в одном направлении едем, так что, быть может, и встретимся. Это его группа моя еще готовится. Мы так специально распределились, чтобы не мешать друг другу на выезде. Красавцы титаны стоят, ребята. Кстати, надо будет взять один, как-нибудь катнуть по тем же местам. Просто в выходной день. Миш, возьму один катнуть как-нибудь. Все, замазались. Съезжу куда-нибудь в ручеек, посмотрю. Правда, ну, так, чтобы можно было вернуться. Да долго работает. По времени работы вырубился. Все, ребята, поехали. У них сегодня такой интересный маршрут. Я бы с удовольствием катнул с ними, если бы не другая моя группа. Патриот, кстати, Патриот Хаус.
Новый хаус компании. И мы его немножко тестировали. Саня, ну давай уже. Все, удачи, удачи, ребята. Все, мы тоже поехали. Посмотрите, стеночки, лесок. Это мы с Ильей вдвоем друг за другом сейчас ездили. Там все это дальше, ручей продолжает. Прямо кайф. И, ребята, реально жарко. На солнце реально жарко. Я сделал ошибку большую, что одел флиску тоненькую. Но хорошо, что не одел теплый комбез. Сейчас все полностью пораскрывался. Реально жарко. Солнце палит. Я не знаю, здесь, если там градусов 5 есть, то хорошо. Я думаю, даже меньше. Градуса 3. О, воевода. Воевода молодец, прямо показывает класс.
Отлично, отлично, супер. Там еще кто-то есть? Не видно, кто-то еще есть. Ладно, поехал я тоже газану, а то все и скатаю сейчас. Илья, ты себе Polaris взял? Да. Снова Polaris? Снова Polaris. К твоей сумке с ключами добавляется Polaris всегда, да? Это знаешь, какой-то закон подлости. Когда чего-то нету, оно этого Нет, не сумка надо. с ключами с BRP. Когда вот ключи появились, обязательно ими что-то приходится крутить. Всю жизнь не возил. Третий час уже здесь. Ну и как правило, на чужих... Третий час. Третий час, да. Чай выпить. Это не время третий час, это третий час мы Да, занимаемся вот снегоходом. этой вот называемый хаос. Даже название подобрали хаос. Вот это вот не слушайте, вот это поклеп и обман. Купил BRP, терпи, а хаос Хаос запчастей. требует какой-то. самых тончайших настроек. Потому что это как скрипка Страдивали. Да. Это, Как приятно слушать разговоры интеллектуальных умных людей. А для нормальных пацанов он делал барабаны. Илья, в двух словах, что произошло? Ему. Ну, мы это запикаем. Запикаем, запикаем. Здесь надо сделать пи. На самом деле все просто. Конкретнее не скажешь. Ослабла гусеница и начал проскальзывать идущий вал. Сейчас подтянем. Но это было начало истории, потом полетел Что, цилиндр. ставим давайте, да? С той стороны затянем. В общем, подтягиваем и едем дальше. Все отлично. Все, как струна. Кто-то мне говорил, зачем столько инструментов, зачем? Вот у нас Polaris рядом, BRP рядом. Инструктор должен возить с собой инструменты, потому что не то, что BRP не ломается, может что-нибудь открутиться, да и Polaris рядом всегда. Нужно иметь инструмент, чтобы подкрутить, закрутить, натянуть трак, допустим. Туда езжай, вот. Сейчас ждал комментария от Сани. Я молчу. Это правильно, это правильно. Парни все еще штурмуют подъем, не всем удается заехать сюда, действительно сложное место. И вот пока они заезжают, у меня есть совсем немножко времени, потому как они очень быстро заедут, я так думаю, рассказать про ограничительную ленту в подвеске снегохода. По-другому еще мы называем ее стропа. Эта стропа ограничивает ход подвески и тем самым изменяет поведение снегохода. Если мы делаем короткую стропу, подвеска ходит меньше. То есть ход переднего амортизатора задней подвески становится меньше. На что это влияет? Но прежде всего на распределение веса между лыжами снегохода и траком. На лыжи снегохода приходится больший вес, и, соответственно, руль становится тяжелее, снегоход становится управляемее на твердом покрытии. Допустим, на дороге, когда вы едете по укатанному снегу, по ратрачке, снегоход становится более управляемый. На лыжи приходится больший вес, трак немножко поджимается, и снегоход более управляемый на твердом снегу. Также плюсом в этом положении является то, что он более стабильно едет в траверсе. Он не задирает морду,
опять же, опирается одной лыжей в склон, более стабильно. Подвеска поджата, он пропиливает склон, и в целом траверса становится стабильнее. Я уже сказал, еще раз повторюсь. То есть, если вам нужно более стабильное поведение снегохода в траверсе, нужно, чтобы он более прогнозируемо ехал в гору, не задирал морду, тогда нужно укоротить стропу. Но когда мы делаем стропу покороче, также появляются минусы. Снегоход хуже поднимает морду, хуже встает на пятку, это накладывает некие ограничения на маневренность. Допустим, для меня это очень большой минус. Что же касается длинной стропы, когда мы увеличиваем длину стропы, тем самым подвеска больше выпадает из тоннеля, амортизатор работает практически на весь свой ход. Что это дает? Плюсы. Управлять в глубоком снегу проще, потому как трак у нас выходит больше, и мы же в таком снегу управляем не рулем, а мы управляем траком. Куда наклонен трак, туда мы и едем. И вот когда ход трака из подвески становится больше, нам проще управлять, нам проще снегоход валить вот в таком снегу. Но опять же, на укатанке хуже ехать за счет того, что на лыжи приходится меньший вес, и они уже хуже зацепляются за снег и хуже поворачивают. Но много ли мы ездим по ратрачке? Также с длинной стропой снегоходу проще проезжать препятствия, потому что ход подвески становится больше. Мы искусственно его не зажимаем, передний амортизатор работает на весь свой ход. И очень большой плюс это то, что снегоход проще встает на пятку. Для меня это прям очень большой плюс, и лично я всегда езжу на длинной стропе. Я даже в короткую никогда не переключаю. Даже в большой пухлый снег, когда он у меня встает в свечку, я просто борюсь с этой свечкой, вставая, загружая переднюю часть снегохода, что-то делаю, но никогда не переставляю стропу в короткое положение. Теперь, собственно, посмотрим на саму стропу. Вот эта стропа. Это снегоход Эксперт, здесь их две. Сейчас я про это расскажу чуть попозже. В стандартном снегоходе это все снегоходы BRP, Polaris, Arctic, в принципе, там они по одной схеме сделаны. Вот этот ограничительный ремень, в нем есть отверстие и болт. Собственно, мы, выкручивая болт, меняя длину стропы, закручивая его, вот и изменяем поведение снегохода, изменяем вылет подвески, изменяем ход работы амортизатора и, собственно, подстраиваем под себя. В этом году на снегоходе Эксперт применена такая схема вот работы этого ограничительного ремня, что можно изменять без инструмента это все. Сейчас покажу. Вот здесь есть вот такой переключатель с надписями длинная, короткая. Я сейчас езжу на длинной стропе, можно легко переключить на короткую. Остановились, допустим, перед каким-то крутым подъемом, перевели в положение короткое, чтобы он не поднимал морду, и спокойно совершили подъем. Опять нужно где-то поездить на пяточке, переключили на длинную стропу. Но я езжу всегда на длинной стропе. Я к этому привык уже, и в принципе короткая мне особо не нужна. Так что эффективность этой системы для меня, по крайней мере, она сомнительна. Я бы и на обычном саммите просто переставил под себя, чуть удлинил и спокойно ездил бы. Резюмируя все вышесказанное, напомню. Длинная стропа. Снегоход проще встает на пятку, но хуже едет по укатанке, по плотному снегу. Короткая стропа. Снегоход хорошо едет по укатанному снегу, очень хорошо рулится, стабильно едет в траверсе, не задирает морду, но хуже встает на пятку. Это основные моменты. Там, конечно, дальше можно разбирать еще разные мелочи, но это уже, скажем так, нюансы.
Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить, ну, насколько хватит моей квалификации. Обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, там это все написано. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. Ну а я поеду еще катну пока такой хороший снежочек. Всем до завтра.